Настала осень, сегодня 23 сентября, снова Дербышкинский лес. Примерно месяц назад последний раз я здесь был, собирали черноплодную рябину, и я тогда заприметил место, где растет орешник, барбарис и яблоня. Поставил метки и попробуем сегодня по этим меткам найти. Вот первая метка, которую я поставил. Я их всего поставил, если я правильно помню, 3 штуки. Вот она первая. Пакет с рябиной никуда не делся. Месяц уже здесь провисел. Здесь с дороги его еле-еле заметил, пока шел. Это значит, что здесь нужно поворачивать и идти туда. И там пересечение еще 2 дорог. В общем, по своим меткам, которые я оставил месяц назад, попробую найти то место. Так, здесь нужно повернуть. Вот это отметина. И дальше сюда через лес. До второй проселочной дороги. Пересечение со второй проселочной дорогой. Там такая же отметка. Я надеюсь, за этот месяц орехи полностью созрели. Плюс барбарис, надеюсь, созрел. И яблоки. Потому что месяц назад, в середине августа, они были незрелыми. И, кстати, заодно можно посмотреть грибы. Хотя дождей не было. Сыроежка вот уже сидит. Но сыроежки я не собираю. Да, осенью могут быть здесь грибы. Да не могут быть, они обязательно есть. Просто я не все собираю. Так, отметка, значит, там. Вот надо не сбиться. Я компас не взял. Но вот в этом направлении надо идти до пересечения с еще одной дорогой. Так, ну сейчас дойду до отметки. Надеюсь, я ее там найду. Так, дошел я до асфальтированной дороги. Здесь я собирал пижму. И вот столбик. В общем, надо идти сюда. Вот он, этот столбик. Здесь, помню, были ямы. Да, здесь я собирал пижму. Помню эти ямы. Сейчас задача найти ту яблоньку и барбарис. Вот какой-то гриб. Ножка как у подберезовика. Но шляпка как у зонтика. На подберезовик похож. А вон еще один. Гнилой Ну, гнилой, что взял? нет, не гнилой. По-моему, подберезовик. А вот еще один. Но это нет, это не то.
Грибы могут быть, конечно. Попался один грусть, но червивый. Ну, надо походить, посмотреть. Так, сейчас надо бы найти все-таки куст барбариса, ту яблоню и орехи. Там же были орехи. Так, от этого столбика... Ого, какие там грибы. Слушайте, ну вот это классический гриб-зонтик, который я ел. Вот он. Огромные шляпки. Вот и вот. Обваливаешь в муке, нарезаешь, обваливаешь в муке на сковородку и жаришь. Сейчас я его соберу, ножик у меня где-то есть. Так, в общем, в ту сторону идти. И буду искать куст барбариса и лещину, орехи. Так, вот черноплодная рябина, которую мы собирали месяц назад. Она еще не отошла. Ой, она даже стала еще слаще, чем была. Сладкая стала совсем. Так, вот от этого места надо идти вот так по диагонали. В общем, я надеюсь, что я сейчас все-таки найду барбарис этот. Там такая полянка небольшая. Куст барбариса. И справа яблоня. Так, это рябина. Черноплодка стала слаще, чем она была в августе. Помню, там еще была береза, под которой я прятался от дождя. Тогда дождик пошел, и я там под березкой стоял, пережидал дождь. Сейчас мне надо это найти. Задачка, конечно, не из легких. В лесу найти одно единственное дерево, один единственный куст. Но я постараюсь. Если я найду этот куст и яблоньку, то уже от них я смогу продолжить поиски орешника. Там тоже приблизительно я так запомнил, в какую сторону идти, чтобы найти орешник. А вот это что за... Ох ты, прям в лицо. Барбарис. Вот он. Вот он, куст барбариса. Красота. Да. Барбарис найден. Только это не тот куст. Вот в том направлении надо идти. Так, сейчас я пока запись остановлю, чтобы видео не было длинным. Я, значит, правильно иду. Вот в том направлении будет полянка. В общем, я надеюсь, что я сейчас это найду. Нашел маслята. Сейчас проверим. Но они старые. Скорее всего, они червивые. Да. Они все червивые. Вот этот даже... О, червяк там ползает. Червивые маслятки.
Маслятки червивые. Так, ну я все еще ищу. Тяжело так искать, пока не нашел. Ну и попутно еще грибы смотрю, потому что периодически попадаются. Вот маслятки, ну червивые. Так, вот в ту сторону надо идти. Нашел я эту опушку. Вы думали, я не найду? Да как это? Я же следопыт. Вот этот куст барбариса. Месяц назад он был зеленый. Ну, видео и фотографии с отчетом на сайте есть, можно посмотреть, как это все выглядело месяц назад. А вот яблонька. А вон березка, под которой я стоял. Но, к моему разочарованию, яблоки все опали. Это яблонька. Я их тогда собрал. Ну, штук 15, наверное, яблок я собрал, но они были зеленые. И я тогда сказал, что через пару недель приеду, их и соберу. Но, видите, я опоздал. Я опоздал, потому что яблоки уже все опали. Сейчас я их покажу, и сгнили. Хотя около моего дома яблоня. Яблоки там еще нормальные, спелые. Вот они. Вот. Все. Гнилье. Я думал хоть одно яблочко найти, но нет. Видите, опоздал. Недели на 2, наверное, я опоздал. Но тяжело подгадать. То есть я хотел сразу подгадать, чтобы набрать барбарис. Черноплодку также хотел застать, но застал. Черноплодку вы видели, соберем. Барбарис тоже застал. Яблоня вот прошла мимо. И теперь остается орешник. Вот с орешником будет сложнее, чем вот с этим кустом. Потому что здесь опушка. Ее легче было найти, чем орешник. Орешник, он стоит в чаще леса. Я попробую, конечно. Буду надеяться, что я его найду. Ну, в любом случае, хожу, смотрю грибы. И если повезет, тоже вот в этом направлении, солнце мне прям в глаза, там проселочная дорога. И не доходя до проселочной дороги, большой куст черноплодной рябины. И где-то метрах в 20 от этого куста черноплодки был орешник. Но дерево, говорю, стояло прямо в самой чаще. Так издалека его никак не заметить. В общем, я сейчас постараюсь, конечно, это все найти. Надеюсь, с орехами я не опоздал. Месяц назад они были зеленые. Ну вот сейчас будем надеяться. Но я, наверное, ориентироваться буду все-таки на черноплодку. Потому что черноплодка-то еще не отошла. Вот это, по-моему, ирга. Да, здесь еще иргу ведь собирали месяц назад. В этом году много ягод. Ирги набрали море, черноплодки море. Так, ну что, ладно, пока отключаюсь, пойду искать. Вот, кстати, сыроежка. Еще одна, видите. Ну, сыроежки я не собираю. Дождевик нашел, я хотел показать, ну, блин. 2 дождевика нашел, собрал. Гриб-зонтик собрал, 2 дождевика нашел, собрал. Походить, посмотреть, наверняка грибы можно найти, но у меня в приоритете все-таки орехи. Так, ладно, пошел искать. Если найду, включусь. К сожалению, не могу я найти то место. И отметок своих прежних тоже. Я вот одну только нашел в самом начале. Больше отметок я не находил. И не могу найти тот орешник, блин. Может быть, даже я его и не найду. Так, а вот это у нас...
Это же брусника, да? Ну-ка, ягодки есть? Да, вот. Вот они. Это брусника. Угу. Вот она. Ее немного. Но она есть. Так, если поползать тут, можно пособирать. Но вполне вероятно, что тут ее уже собирали. Самих кустов-то много, вон они, а ягод нет. Ну, для брусники уже и предел. Она где-то до октября. В середине сентября ее обычно мы собирали на высокой горе. Да. Самих ягод. Что за гриб? Нет. Это нехороший гриб. Да, смотрите, брусника. Ягод совсем нету. Там мне просто попались. А здесь уже нет. Ну, плантация большая. Вообще, Дербышкинский лес очень богат на всевозможные ягоды. Ну вот, все, что можно в лесу найти, все здесь собрано. Ну, тут еще есть. И летом, и осенью. Так, ну ладно. Пойду дальше искать. Ягодки собираю. Ну мало, так только покушать. Так, вот в том направлении. У меня такое ощущение, что я хожу где-то совсем рядом. Потому что я вышел на точку, где я месяц назад снимал обилие совместных ягод. Вот эта самая точка. Здесь калина. Вот. Это красная калина. Вот это рябина. Вот это вот ирга. Она уже засохла. Калина вкусная. А вот здесь вот черноплодка. Вот она. И здесь еще, по-моему, была черемуха. Но сейчас она уже ее нету. Вот. Вот черноплодка. Так что где-то это все рядом. Я сюда вышел месяц назад. Вот с того направления. Вот где солнце светит. Но вот я сейчас в то направление и обшариваю. Сейчас пойду снова вернусь. Потому что орешник он один. Дерево одно единственное. Пока найти не могу. Но сейчас, раз уж я нашел калину, я еще сейчас калину соберу. Черноплодку уже собрал. Калину сейчас еще соберу. Ну и продолжу поиски. Я не знаю, ну, еще, наверное, у меня около часа есть. Если я этот орешник не найду, будет очень жаль. Где-то вот я сюда выходил
из чащи. Чаща вот она. Ну, тяжело найти, потому что... Ну, чаще она есть чаще, как в чаще одно единственное дерево найти. Сами понимаете, что это сложная задача. Сейчас пойду снова. А, да, калину сейчас соберу. Продолжу поиски. Ну что же, буду заканчивать. К сожалению, найти орехи не удалось. Орешник я так и не нашел. Долго искал, но, к сожалению, не нашел. Ну и какой сегодня улов. По грибам несколько подберезовиков. Я собрал 3 больших хороших. Гриб-зонтик называется, который жарят и едят. Ну, сейчас покажу. По ягодам это черноплодка. Опять-таки собрали черноплодную рябину. Потом калину я собрал немного. И барбарис. Вот это вот собрали. Нашли еще, ну, бруснику я показывал, но там буквально горсточка. Давайте покажу. Вот 3 гриб-зонтик. Вот такие вот. Находил еще, но они были не распустившиеся, и парочку были червивые. А это вот хорошие, не червивые, 3 больших гриба-зонтика. Здесь вот несколько подберезовиков. И это дождевик, насколько я знаю. Вот это дождевик. Ну и там лежит, сейчас уж не буду тут доставать, все уже лежит. Ну, вон контейнер с барбарисом, а здесь контейнер, вон, черноплодка. Черноплодка, кстати, вкусная, сладкая. Так, ну и, собственно, все. Ну, там еще елочку взяли, выкопали. Посадим дома в горшок. Дуб, и я сейчас еще по традиции я всегда елочку собираю, дома ставлю. В прошлый раз можжевельник брал, у меня можжевельник стоял где-то, ну, наверное, он стоял месяц, можжевельник стоял, не сох. И сейчас, наверное, либо елочку, либо сосенку возьму. Все, на этом видео заканчиваю. Как обычно, загружу его на свой канал в YouTube, в Дзен. И фотоотчет подготовлю и тоже загружу на своем сайте photosofnature.ru. Вот. Можно будет посмотреть, почитать этот фотоотчет. В описании к данному видео оставлю ссылку и на сайт, и на видео в Дзене, у кого проблемы с Ютубом. Все, благодарю за внимание. Осень в самом разгаре. Пройдут дожди и снова пойду в лес за грибами. Ну, наверное, уже не Дербышинский, а куда-нибудь в другое место. Так что видео из леса еще будут. До новых встреч!